Меня постоянно спрашивают, кто такая Марика. Здравствуйте, меня зовут Марика, я нарративный дизайнер компании Black Caviar Games. По совместительству комьюнити-менеджер. Что привело вас к нарративному дизайну? Судьба, не иначе. Что делаешь? На нашей стене матершинные стихи писала. На, полюбуйся. Креативно. Будешь нарративщицей. Судьба, не иначе. Я с детства обожала видеоигры и очень любила писать, но мне никогда не приходило в голову, что можно попасть в разработку видеоигр, заниматься именно созданием. Мне всегда казалось, для этого нужно выучить какие-то коды, быть программистом, но все оказалось куда прозаичнее, и я просто в один прекрасный день нашла эту вакансию. Опишите себя в 2 словах. Позор семьи. Творческая личность. С кем вы разговариваете? Ни с кем. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я мечтала стать супергероем. Мечты сбываются. Игры вызывают агрессию? Нет. Как человек, который с 10 лет играл в Postal 2, могу уверенно сказать, что нет. Я выросла очень спокойным человеком, я мухи не обижу, если она не летит на меня с ножом. Единственный человек, точнее, единственные люди, которые виноваты в агрессии детей, в том, что они вырастают наркоманами, убийцами и так далее, это вы. Ну, не вы, а родители, которые считают, что они д'Артаньяны, а все остальные пытаются испоганить и испортить их дитятко святое. Нет, игры абсолютно не влияют на агрессию детей. Только родители могут повлиять на агрессию детей, поэтому следите за собой. Расскажите о себе, о своей работе. Как нарративный дизайнер я занимаюсь созданием персонажей, проработкой истории, а также описанием внутриигровых предметов, локаций. В общем, я придумываю сюжет и придумываю персонажей. Как комьюнити-менеджер я занимаюсь разработкой сценария, съемками, монтажом, режиссурой тиктоков. Я рассказываю о нашей жизни, о каких-то внутренних приколах, о том, как мы проводим время. Нет, у меня спина болит. Так, у меня спина болит. Какой тикток нужно ставить? Не хочу, смотри меня. Отстань, отстань, я играю. Отстань. Просто 5 минут. Отстань, пожалуйста, посмотри. Тебе понравилось. А что это такое? Так что по ТикТоку? Простите. Свой первый ТикТок я сняла в компании друзей, просто попробовать. Мне сказали, ничего страшного, родители не узнают, попробуй, это неплохо. Ну, я подумала, что все занимаются, и я тоже попробовала. Вот. Потом пошло-поехало, эти лайки, подписки. Я уже не помню, когда в последний раз жила не по расписанию. На работе стало еще хуже. Я таскала из дома вещи, реквизит, все, чтобы снять очередной ролик. Я стала жить просто по расписанию выкладки. Рекомендации стали для меня смыслом жизни. Извините. Простите. Что самое сложное в съемках?
убедить людей, что семья от них после этого не откажется? Ну, пожалуй, это режиссура. Очень сложно донести до человека, как именно ты видишь в своей голове то, что он должен сделать. Ну и к тому же у нас непрофессиональные актеры, все люди очень творческие, но приходится очень много работать, чтобы попасть. Советы ребятам, которые хотят попасть в геймдев, или с чего начать новичку, которые захотят пойти по вашим стопам? Ну, по моим стопам лучше не идти. Я прошла довольно долгий путь перед тем, как попасть в геймдев. У меня было профильное юридическое образование, и поэтому я очень долго за него цеплялась. Пожалуй, главный мой совет – это не цепляться за свою корочку, не цепляться за свое образование, если оно есть, и идти туда, к чему лежит душа. То есть для начала нужно определиться, что вы умеете делать и чем вы хотите заниматься. Собирайте портфолио и ходите по собеседованиям. Поверьте, ваши руки по-любому где-то нужны. Главное, верьте в себя.